Представьте, вы играете в милый, красочный уровень с легким и приятным геймплеем. Вы не ожидаете никакого подвоха и расслабленно проходите типичный 7 звезд уровень. Но потом картинка на экране меняется, и перед вами предстает трипофобный ужас. Это многим известный уровень Peaceful. Один из тех проектов, который всплывает в голове при словосочетании «запрещенные уровни». Но мало кто знает, что это только верхушка айсберга. И на самом деле Geometry Dash кишит отвратительной мерзостью. Вы не увидите такие уровни в рекомендациях, не найдете в поиске и даже не наткнетесь на них случайно. Но они существуют и зачастую поражают качеством своего извращения. В этом видео я расскажу про запрещенные уровни в Geometry Dash. Эти уровни настолько ужасны, что были напрямую забанены Роптопом. Они не отображаются в поиске, даже если их искать по названию или по ID, и не могут быть выложены на сервера. Аккаунты их создателей банятся по IP-адресам, а сами уровни распространяются исключительно из рук в руки в виде файлов. Настолько они скрыты и табуированы в сообществе. Мое видео будет построено по принципу айсберга, от относительно спорных, но еще типичных уровней до откровенно запрещенной чернухи. Запасайтесь терпением, ведь сегодня будет мерзко. Здорово, ютубищи, с вами Акатовский. Подпишитесь, пожалуйста, я стремлюсь к 100 тысячам подписчиков. Я очень надеюсь на вашу поддержку, а взамен я вас упомяну в следующем видео, как этих ребят. Но сейчас небольшая реклама. Keys4Gamers – это одна из самых выгодных и доступных платформ для покупки цифровых товаров. На Keys4Gamers вы найдете все, что вам нужно: игровые ключи, подписки, софт, подарочные карты и даже пополнение кошельков. Хотите новую игру для ПК, PlayStation или Xbox, или хотите софт по лучшим ценам? Все это здесь. Особенно круто, что для пользователей из СНГ, России, Казахстана и других стран есть суперудобная услуга пополнения аккаунтов в Steam. Комиссия всего от 3%, одна из самых низких на рынке. Также на площадке Keys4Gamers есть кэшбэк-система. Пополняйте быстро, безопасно и без лишних заморочек. Просто выбираете сумму, оплачиваете, и деньги моментально на вашем аккаунте. Никаких сбоев, все проверено и работает как часы. Keys4Gamers, ссылка в описании. История запрещенных уровней начинается с самого начала Geometry Dash. Однако, если смотреть с другой перспективы, что можно вообще называть запрещенными уровнями? Под этот термин попадают уровни со взломами и ошибками, нечестно пройденные проекты и уровни с непристойным содержанием. В нашем видео мы будем рассматривать лишь последний критерий, а именно с вопросом содержания, и здесь стоит развенчать некоторые мифы. Одним из таких спорных уровней, который известен многим, является Moon Adventure, который интересен нам ради пары структур с очевидно построенными свастонами. Обычный, в особенности европейский обыватель, зная исторический контекст, сильно возмутится, увидев эти символы в уровне, ведь они напрямую напоминают ему о нацизме. Но в контексте этого уровня смысл свастик немного другой. Создатель Moon Adventure, игрок под ником Experience D, родом из Южной Кореи, буддистской стране, в которой свастика до сих пор является светлым символом, значащим благополучие. Так что в этом контексте никакой пропаганды нацистских идей нет. Креатор использовал свастику лишь в качестве орнамента, потому что в его культуре этот символ не имеет ничего плохого. По той же причине свастики в виде декорации можно увидеть в серии The Hell уровней. На свастики с презрением уже стоит смотреть, учитывая контекст. Например, в уровне Time Road, созданный в 1.3 версии, свастика используется со всем понятным смыслом. Однако этот уровень сделан в тематике путешествия во времени и презентует нам несколько разных эпох, через которые мы проходим. Здесь смысл свастик вроде другой, однако они используются в историческом контексте. Но все равно многим такой перформанс автора не понравился, и он решил удалить злосчастный символ из уровня спустя 10 лет после его публикации. Эксцессов с плохими символами и названиями в истории игры было много, но это не особо интересно рассматривать среди того, что я подготовил для вас сегодня. По мере погружения на дно айсберга мы будем рассматривать все более мерзкие проявления творчества. Мы будем проходить по айсбергу как по окну Овертона, начиная от легальных и приемлемых уровней восприятия, заканчивая чем-то немыслимым. Для тех, кто не знает, концепция окна Овертона описывает отношение общества к неприемлемым вещам, разделяя ее на несколько этапов, сквозь которые мы будем смотреть на обозреваемые уровни. По ходу вы поймете, что я имею в виду.
На примере нескольких предыдущих уровней мы рассмотрели легальные примеры с уровнями, которые имеют оценку. Дальше мы движемся к популярному этапу с уровнями, которые имеют плохой уклон, но чей смысл понятен всем. Итак, мы будем идти постепенно к самой чернухе. Начать этот экскурс в темную сторону игры стоит с самой очевидной категории спорно уровней. История подобного контента в Geometry Dash началась еще на заре игры. В конце 2013 года вышел уровень под названием Orgy in the Chaos. И вот что можно вообще ожидать от уровня про оргию? Конечно же, построенные из блоков кончающие пенисы и кринжовые надписи из орбов. Ничего необычного у нас такое до сих пор строят. Если же говорить о более качественных работах, то многие вспомнят нашумевший в свое время Love Letter. Он выделяется на фоне остальных за счет сильного сексуального подтекста. В этой же нише существуют и откровенно маргинальные уровни, такие как Глюраж, на котором мы остановимся поподробнее. Глюраж — это, конечно, зрелище не для слабонервных. Он буквально заставляет игрока летать среди спермы, сражаться с субстанциями, напоминающими сперму, и пролетать сквозь анатомические отверстия, а также мимо человеческих ступней. Какая мерзость! А самым лучшим порно-уровнем стоит считать Lantex Anime, в котором автор умудрился сделать полноценную анимированную хентай-сцену. Однако, если отбросить такие уровни, становится ясно, что оригинальности в этой нише крайне мало. Большинство создателей подобных уровней не стремятся к качеству, а просто копируют NCFV картинки в игру с помощью сторонних программ. Например, для того, чтобы скинуть такое творчество стримерам. Все мы помним громкий инцидент с Титаном и просто Левелом, который произошел несколько лет назад. Фактически, с тех пор ничего не изменилось. Единственным глотком свежего воздуха в плане иронии над сексуальным контентом стал уровень под названием Sexmas, появившийся в начале эры 2.2 версии. На первый взгляд это обычный уровень, но он наполнен просто абсурдными скримерами. Представьте, вы играете в обычный геймплей, и тут перед вами появляется большая жопа Гринча на весь экран, хорни версии клапстеп монстров и Санта с огромным в конце. Это, пожалуй, самый забавный пример в категории, потому что в нем чувствуется откровенный стёб над всей культурой ГДшной чернухи. Сюда же, в категорию порнухи, можно отнести уровни, посвященные разного рода фетишам, но эта категория настолько обширна, что требует отдельного внимания. Напоследок хочется сказать про недавние нашумевшие работы Инекса, которые вы наверняка могли видеть в ТикТоке, где робот, то есть наш персонаж, скачет на чьей-то жопе. На основе этой идеи было создано множество ремейков разной степени наготы, от реплики оригинала до откровенного хентая, однако все они похожи друг на друга. В сухом остатке, феномен порно уровней в Geometry Dash — это всего лишь затянувшаяся и не очень уместная шутка, не имеющая для сообщества никакой ценности. Но что может быть хуже примитивного эпатажа? Какая тема является еще более табуированной и одновременно популярной среди создателей запрещенных уровней? Мой ответ — политика. Уровней с политическим подтекстом в игре гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Их диапазон поражает. От хайпового Israel Circles до по-настоящему пугающих и радикальных работ, созданных с целью пропаганды или разжигания ненависти. Именно в эту бездну политического креатива мы сейчас и отправляемся. В 2020 году вышел уникальный ремейк на Extreme Demon Death Corridor под названием George Floyd Corridor. Этот уровень посвящен убийству Джорджа Флойда полицейскими в Миннесоте, США, которое повлекло за собой массовые протесты против угнетения чернокожего населения. Этому событию посвящен уровень, презентуя его в не самом лучшем обличии. Левел состоит из буквального высмеивания гибели Флойда. В нем содержится много отсылок на состав преступления, так, например, Флойда задержали за оплату фальшивыми деньгами в магазине, а в момент смерти он был обдолбан фентанилом. В уровне много отсылок на символику протестного движения с не самыми приятными артами в конце. Казалось бы, тема довольно черная, и естественно, при первой возможности этот уровень будет удален с серверов. Но полемика на тему расизма в обществе настолько частая, что подобного рода эксцессы не воспринимаются как нечто ужасное, а скорее как плохая шутка. Ксенофобных уровней в Geometry Dash очень много, и сделаны они в разной степени абсурдности, начиная от какого-то бэд-трипа, заканчивая откровенным мусором с тупыми оскорблениями в виде текста.
Среди всего этого шлака выделяется один уникальный проект, который когда-то создал немало шуму из-за того, кто являлся его автором. И сейчас мы поговорим про Triple K. Triple K — это очередной расистский уровень с самим названием, отсылающий нас к расистской организации Ку Клукс Клан, которая действовала в Америке в начале 20 века. Их отличительной чертой стали белые балахоны, в которых они совершали не самые лицеприятные действия над чернокожими. И в целом об этой теме и весь уровень. Triple K стал первым громким прецедентом такого характера, ведь он был опубликован на аккаунте популярной в то время команды Team Smoke Weed, которая известна своими некоторыми экстримами. Был ли это взлом или действительно кто-то из членов команды решил так пошутить, доподлинно неизвестно. Но особенность Triple K в том, что он создал мейнстрим политсрача в Geometry Dash. Американская политика чаще всего выступает в центре обсуждения таких уровней, и в последнее время их стало прям очень много. Тот же Чарли Кирклес, посвященный убийству политика Чарли Кирка, Израиль Circles, созданный в протест израильского влияния в мире, и так далее. Политические уровни — это более серьезный вид контента, выражающего конкретный смысл и позицию, и даже несмотря на большое количество шуток, связанных с ними, они могут стать серьезным объектом для обсуждения. Как и порно-уровни, политориентированные проекты не могут быть оценены из-за запрета политики в Geometry Dash. В худшем случае, ваши работы могут привести к блокировке вашего аккаунта, как это, например, случилось с создателем Чарли Кирклеса. Однако, такие уровни не несут той жести, о которой я хочу поговорить дальше. Сейчас мы вступаем на порог крипоты и крови, впервые затрагивая действительно неприятные темы. Раз наш айсберг разбит по уровню трэша и связан едиными темами, более лайтовые проекты я упомяну на этом слое. Мы начнем с криповых уровней и ARG, самой известной темы запрещенных уровней, в которую входит все, от коллап-левела и писфула до разных ARG и другой мистической дряни. Этот слой будет очень большим, поэтому предлагаю начать с малого. Среди криповых проектов существует очень распространенный троп, когда в уровне поначалу все развивается хорошо, перед вами яркие цвета и милые декорации, но потом начинается резня, и все становится только хуже. Такого тропа придерживаются все популярные проекты, и начнем мы с уровня Too Kid Friendly. На самом деле этот уровень образует целую серию kid-friendly уровней, состоящие из 3 частей, в каждой из которых действие происходит по одинаковому сценарию. Сначала вы играете в обычный материал уровень, но по ходу геймплея вам представляют каких-то действующих персонажей, с которыми что-то происходит. В оригинальном Kid Friendly, от которого пошла серия уровней, вся последующая жестокость не объясняется ничем. Сразу после начала дропа мы попадаем в непонятное место, где висит куча трупов и где убивают одного из маскотов. В сиквеле Too Kid Friendly также не объясняется причина жестокости, однако в нем можно проследить идею реализации разных страхов смерти, будь то несчастный случай, убийство или испарение от ядерного взрыва. Более последовательным сюжет становится в уровне Too Kid Friendly 2, созданном уже другим креатором. По его сюжету наши персонажи приходят на атомную станцию, стоящую глубоко в горах, где за ними охотимся мы. В уровне мы, то есть наш кубик, является главным антагонистом, который жестоко убивает главных героев, а одного из которых после расчленения растворяет в ядерных отходах. Однако вместо убийства наш герой мутирует и начинает охотиться за всеми. Такие уровни стали популярными из-за своего контраста между стилем детских мультиков и расчлененки. Такая вот успешная формула была реализована, например, в мультфильме Happy Tree Friends. Следующим похожим уровнем является упомянутый мною ранее Peaceful, созданный на 2 года раньше, чем Too Kid Friendly и задавший тренд на такой контраст в Geometry Dash. Сюжета у Peaceful нет, он берет исключительно своей графикой, и не будет лишним сказать, что в плане декораций этот уровень настоящий шедевр. Peaceful проецирует трипофобию, то есть страха перед скоплениями небольших отверстий, расположенных близко друг к другу. Исследования называют этот страх одним из естественных страхов человека, пускай и довольно странным, ведь он ассоциирует такие узоры с опасностью, например, с кожей ядовитых животных или признаками инфекционных заболеваний.
Раз контекст и триггеры этой фобии нам уже понятны, то давайте получше взглянем на уровень. Он представляет нам непонятных, но вполне наделенных жизнью существ, которые мутируют в нечто из-за непонятного заражения, в результате которого они начинают хаотично двигаться, будто страдая от агонии. Многие не видят в Peaceful ничего особенного, но для человека с фобией этот уровень может стать настоящим кошмаром, ведь он видит, до какого отвратительного состояния может довести заражение организма, вызывающего такие отверстия. Это как показать человека, страдающего от болезни, которая вызывает такие симптомы. Согласитесь, на человеческом теле это выглядит довольно мерзко. Еще один уровень, следующий ранее описанному мною тропу, известен всем как Collab Level. На серверах существует несколько версий проекта, однако сейчас мы затронем раннюю версию уровня со скримерами. Collab Level очень умело манипулирует тревожностью человека благодаря эффекту неожиданности и эффекта зловещей долины в определенных частях. Первое время уровень протекает совсем по-обычному, однако потом... Уникальность этой сцены состоит в том, что она, помимо эффекта неожиданности, ужасает другим визуальным приемом, а именно эффектом зловещей долины. Он появляется, когда человек видит что-то искусственное, с заметными недочетами, но настолько реалистичное, что своим образом вызывает ужас. В Collab Level этот эффект достигается контрастом между ГДшным стилем большей части уровня и гиперреализмом отдельных частей, который создает страх от взаимодействия с ними. В уровне всего несколько таких сцен, однако их вполне достаточно, чтобы держать игрока в напряжении на протяжении всей игры. К этому слою айсберга справедливо отнести другие хоррор-уровни, как, например, потерянную версию официальных левелов в стиле Lost Madness и Lost Locked, уровень про Мистера Crazy Hands'а, Сиреноголового, разные сиквелы на Peaceful и прочее. Уровней с такой тематикой очень много, однако я попытался остановиться на самом интересном. Перед началом разбора этого слоя айсберга я упомянул ARG, о котором собирался говорить. Давайте начнем эту тему. Середина мая 2020 года. В комментариях под Daily и Recent уровнями начал попадаться странный аккаунт под названием 006660000. Если зайти на него, то перед вами будет аккаунт со взломанной статистикой, странными комментариями и черными иконками. Но самое интересное таилось в уровнях. Все его проекты создали цепочку самого мистического и стрёмного дерьма, которое когда-либо видела комьюнити. Начнем с уровня Wyoming Incident. Этот уровень является перестроенной в Geometry Dash записью фейкового взлома телевидения, ставшего популярным в интернете. На удивление, сцены из этого видео были перестроены в Geometry Dash с поразительной точностью. Скорее всего, этот уровень был создан при помощи программы, которая переносит изображение в игру. Однако на тот момент такое оказалось чем-то удивительным. На аккаунте было много очень странных уровней. Мы можем встретить проклятую версию Stereo Madness, по ходу которой вас встретит непонятный геймплей, который по итогу крашнет вашу игру. А самым популярным уровнем на аккаунте является криповой версией Джампера с изуродованными иконками на фоне. Большинство уровней этого аккаунта представляли собой перенесенные, стрёмные изображения в Geometry Dash, которые способствовали крашу игры спустя несколько секунд. Причем изображения были разного характера, от перенесенных проклятых видео и фотографий до изображений реального человеческого изуродованного тела, сделанного мексиканскими картелями. Аккаунт 006660000 просуществовал нетронутым больше недели, после чего был забанен в Geometry Dash за спам в комментариях и непристойное содержание уровней. Казалось бы, история этого ARG закончена, но спустя время на сервера сошло второе пришествие в виде аккаунта DTDT-DGY-D3. Связь между двумя этими аккаунтами доказана не до конца, и несмотря на внешнее сходство аккаунтов, второй совершал совсем другие действия. Позднее игроки нашли другие похожие аккаунты, однако связь с остальными так и не была доказана. История аккаунта 006660000 стала самой громкой в истории игры, покрывающая подобные псевдо-ARG. В игре появилось множество подражателей, желающих привлечь внимание своей мистикой, однако никакого нового прецедента они не создавали до недавнего времени, о чем я расскажу позже.
Одними из самых популярных спорных уровней являются работы креатора под ником 2003 Devin. Главная особенность этого креатора заключается в полной бескомпромиссности своих работ. Devin не старается соблюдать общую тематику или хоть вообще какие-то догмы креаторства или морали. Он спокойно может вставить посередь части с поездом арт непристойного содержания, даже за один факт существования которого уровень может спокойно улететь в бан. Но самое интересное происходит тогда, когда Devin решает не стесняться в своих уровнях, отчего из его рук вырождаются самые безумные, но черт побери, самые крутые и качественные работы, которые вы можете вообще увидеть. Большинство уровней Девина я пропущу и покажу лишь самые интересные для нашего обзора. Первый уровень, который я хочу показать, называется Red Rooms. И, о господи, уровень сразу начинается с мясных блок-дизайнов. Какую-то идею в уровне проследить сложно. Мы путешествуем сквозь разные человеческие органы, грязь и нечистоты. Кажется, будто идея уровня была в том, чтобы передать то, какие мы мерзкие изнутри и какое мы на самом деле мясо. Но тут начинается последняя часть уровня, и нам показывают это. И теперь ты понимаешь, что смотришь на типичный уровень 2003 Devin, в котором совершенно не обязательно искать какой-то смысл. Но даже этот уровень жестокости не сравнится с проектом под названием Man Man, который считается самым жестоким среди всех работ Девина. У этого уровня уже есть сюжет, и он основан на хоррор-фильме под названием August Underground, сюжет которого завязан на главных героях, которые похищали, а после насиловали и убивали случайных жертв. Уровень удивительно хорошо передает гротеск картины благодаря очень качественным артам и атмосфере. Man Man запрещен не только из-за своей жестокости, но и из-за использования порнографических сцен в заполнении, что делает уровень еще более диким, а вкупе с остальной тематикой и содержанием делает его одним из самых жестоких уровней в Geometry Dash. Devin, пускай и создавал свой стиль на основе работ The Lennox, у которого тоже немало спорных проектов, однако он делал это настолько уникально, что породил целое движение мятежников в нашем комьюнити, использующие неприятные образы в своих уровнях. Если смотреть на запрещенные работы после Девина, то в них можно заметить определенные стандарты и мотивы, которые задал именно он. Последний уровень, который я хочу рассмотреть на этом слое, это недавний проект, вышедший в начале 2025 года, под названием Terrifier. Он основан на одноименном хоррор-фильме и повествует нам о зверствах клоуна-убийцы. Большего вам знать не нужно, поскольку весь основной визуал и самые брутальные сцены были перестроены в Geometry Dash, по которым можно судить уровень жестокости. Помните, когда я говорил про порно-уровни, я упомянул странные фетиши, которые были перенесены в Geometry Dash. Об этом и будет текущий слой. Считайте его продолжением темы порно-фетиш уровней в несколько извращенном контексте и касающемся лишь одного креатора. Знакомьтесь, это игрок под ником IvanLego1337. Он играет в Geometry Dash многие годы и построил свой первый уровень больше 6 лет назад. Однако даже самые первые работы он делал в уникальном стиле кат-сцен, и его сюжеты были, мягко говоря, странными. В своем первом уровне он показывал историю летучей мыши, которая хотела обрести свой путь. Листаем к следующему уровню, и тут мы эмулируем ритм-игру на фоне подвешенного трупа. В следующем уровне нам рассказывают про девочку, которая в порыве экзорцизма сожгла чей-то труп. В общем, общий вайб работ креатора вы поняли. И вместе с удивительно креативными уровнями и историями автор строит в Geometry Dash, ну, как бы вам сказать, давайте лучше посмотрим на примере. То, что вы увидели сейчас, называется ворарофилия, или вор с английского, что напрямую указывается в названии уровня.
Ворарофилия – это вид сексуального фетишизма, основанный на фантазиях о поглощении другим существом. Основная цель этого фетиша в получении эротического удовольствия от сцен поглощения, фантазии о сытости хищника и беспомощности жертвы и так далее. И именно это отображено в уровне. Маленькая красная шапочка покорно исполняет желание самца, сбрасывает с себя одежду и без сопротивления полезает в пасть, чтобы познать внутри свою последнюю участь. После процесса хищник, довольный, с набитым животом, предстает перед нами, а в конечной сцене нам показывают кучку естественных отходов, как единственное, что осталось от этой девочки. На этом моменте многие могли подумать, что это какой-то натянутый рофл, но это вполне естественный и серьезный сюжет для таких историй. Иван Лего создал 3 таких уровня, каждый из которых мы сейчас разберем. Уровень War in the Sea повествует о девушке, которая отправилась на рыбалку в море на своей моторной лодке. Море было тихим. Она закинула свою удочку в море и стала ждать клёва. Однако на телефон стали приходить сообщения. Из них мы узнаем, что нашу героиню зовут Шейла, и кто-то иной по ту сторону экрана предупреждает ее об огромном монстре, бушующем в тех водах. Она не обратила на это внимания, но когда поплавок начал дергаться, что-то неизвестное с чудовищной силой утянуло удочку в море. Шейла начала волноваться. Она пыталась завести лодку, чтобы уплыть оттуда, но было уже поздно. Она попала в брюхо осьминога. Ее тело медленно обволакивалось слизью, прежде чем начать перевариваться. Она была внутри монстра, долгое время находясь в сознании. По итогу от нее осталась лишь смешанная с кровью слизь и остатки непереваренных органов. Это выглядит настолько плохо, настолько мерзко, что аж хорошо. Автор умудрился создать ужасающе красивый уровень. Третьим в серии ворарофилии стал уровень War in the Forest, который на данный момент считается Lost Media. Он просуществовал на серверах очень короткое время и никем не был сохранен. Некоторое время на ютубе оставался шоу-кейс этого уровня, однако и он был снесен за чересчур откровенные сцены. История этой части серии повторяется с предыдущими. Нас встречает все та же девушка, которая была поглощена в прошлом уровне, но на этот раз она находит свою смерть в лесу, где натыкается на огромного червя, который ее убивает, поглощая и растворяя так же, как это было в прошлой части. Многое из этого уровня я показать не могу, так как почти ничего не сохранилось, но некоторые скриншоты мне удалось найти. Они хранились на аккаунте юзера с сайта DeviantArts, который вместе с кадрами из этого уровня хранит тонну такого контента. Как говорится, рыбак рыбака видит издалека. У Иван Лего 1337 есть много других замечательных уровней. Он участвовал в разных коллабах и по сей день творит в Geometry Dash. И он это настоящее олицетворение андерграунда. Бессмысленного и беспощадного. О следующих 2 уровнях, о которых сейчас пойдет речь, вы скорее всего знаете, ведь они известны всем как одни из самых жестоких уровней в Geometry Dash. И даже не называя их названия, вы все равно узнаете их по имени создателя – сети Рикса. Он стоит за такими проектами, как Красный Туман и Порно Switch, которые являются квинтэссенцией самого ужасного дерьма, которое вообще можно представить. Начнем с Красного Тумана. Этот уровень в первой его половине сделан в арт-стиле заброшенного советского города, с множеством свастик, напиханных куда только не попадя. Но самое интересное начинается после.
Дальше уровень буквально полностью состоит из мяса, свастонов и актов разжигания ненависти. И под конец уровень достигает своего пика, когда полностью превращается в буквально живой организм, состоящий из сотен изуродованных и причудливых форм конечностей. Абстракция, с которой он передает уродование плоти, чем-то напоминает Девина, однако в разы более извращенной форме. Совершенно другой уровень это безумие приобретает в уровне Porno Switch, который вместе с большой графической жестокостью зиждется на идее радикальной ненависти к одному восточноевропейскому государству. Излишняя и извращенная политизированность является главной отличительной особенностью работ TRX. В его уровнях можно встретить прямые отсылки и переносы актов казней и военных преступлений, что значительно ухудшает восприятие от уровня, ведь он буквально отображает реальную ситуацию в мире. Однако, в чем истинный смысл уровней CTRX? Кто он вообще такой и что заставило его делать буквально самые радикальные уровни в истории? В комментариях под немногочисленными шоукейсами его уровней многие действительно интересовались личностью CTRX, как самого экстравагантного создателя. Сам же CTRX этого интереса не понимает. Он обычный работяга с, как он выражается, необычным хобби. Кто-то коллекционирует марки, а он собирает военные материалы и хроники, в особенности текущей военной операции. О своих взглядах он публично не распространяется, однако, как он заявляет, цитата, «то, что большинство принимает за истину, абсолютно неверно. Они понятия не имеют, что я думаю на самом деле, и судят меня крайне поверхностно, в основном из-за своего слабоумия, как мне кажется». CTRX прошел большой креаторский путь. За его плечами было несколько крутых сольников, которые, к сожалению, так и не были оценены. Из 4 уровней лишь один получил оценку, и то после огромного пиара. Несостоятельность системы оценки заставили его разочароваться в креаторстве. Так и появилась идея создать Красный Туман, особенностью которого стало уникальное качество работы, которое никогда не получит оценку из-за своего содержания. CTRX хотел пойти против системы, против идеи того, что создание уровней, не способных получить оценку, это бессмысленная трата времени. И с такой философией Красный Туман начал свое строительство. Пока что без политики. Идея политизации уровней пришла в голову из-за разочарования к стороне жертвы. Как заявлял сам CTRX, цитата, «задолбали которые даже посреди разговоров о кубах могли закинуть мне фотки при этом, что тогда я им сочувствовал». Красный Туман должен был быть единственным таким уровнем в своем роде. Однако CTRX остался недоволен результатом и поэтому решил сделать свою вторую подобную работу. Как говорил сам CTRX, цитата, «Туман был воплощением разочарования в креаторстве. Ну а сразу после его завершения я решил, что не буду делать сиквел, однако позже передумал, ведь в Тумане я превысил далеко не все рамки, да и качество уровня оставляло желать лучшего». Так родилась идея Свитча, что станет моим шедевром. Целью стало создание самого мерзкого и жестокого уровня. В ход пошли отрисовки реальных трупов, всякие призывы и отсылки к военным преступлениям, конечно же. Как я уже писал, Туман — это разочарование в традиционном креаторстве, а Switch — это успешная попытка сделать самый жестокий и брутальный уровень. Прямо сейчас создается третий проект серии, полная картина которого нам пока неизвестна, но как заявлял сам CTRX, тематика будет в виде деградации личности. Он заявляет, что контент в третьем уровне будет похлеще, чем в Porno Switch, так что скоро мы увидим нечто совершенно новое. Все 3 уровня образуют трилогию под кодовой аббревиатурой AGE, что означает абсолютное графическое зло. И смотря на состав серии, можно с уверенностью сказать, что это название вполне оправдано. Мы находимся на предпоследнем слое айсберга, и сейчас я затрону тему совершенно абсурдных, экстраординарных и психоделических уровней в Geometry Dash. На удивление для меня, психоделики в Geometry Dash достаточно много, однако вся она отсылается к одному единственному креатору. Помните, выше мы разбирали ARG, связанное с аккаунтами 00666000 и DTDT-DGYD3. Их появление стало первым прецедентом массового ARG в истории, однако в содержании этих уровней ничего особенного не было.
Вдохновляясь этим, на сервера с тех пор начала публиковаться всякая стремноватая и загадочная срань, но уровня популярности DTDT им догнать не удавалось. С 2020 года автор оригинального ARG был известен под ником C2HX, и он стоит за новым хоррором, действие которого началось в январе 2025 года. И в отличие от прошлой истории, эта ARG отличается своей массовостью и невероятно мерзким содержанием. За всю историю Geometry Dash на сервера в рамках этого ARG было выложено 30 самостоятельных проектов в тысячах разных копиях на сотнях разных аккаунтов. И содержание этих уровней крайне мерзкое. По понятным причинам, дальше я не могу показать содержание уровней на YouTube. Однако, если вам интересно, вы можете перейти по ссылке в описании в мой телеграм-канал. Там вы можете посмотреть полную и незацензуренную версию этого видео на русском и английском языке. Сегодня мое видео двуязычное. Ссылка в описании. Там же вы, кстати, найдете копии всех уровней, обозреваемых в этом видео. Так вот, продолжим. Самым популярным уровнем из ARG, который чаще всего выкладывался на сервера, называется PTSD Clinic. Это уровень с изображением нескольких существ, собранных из различных человеческих органов, которые шевелятся и имитируют жизнь. Если присмотреться к ним, в них можно заметить, из чего они собраны. Плоть, кожа, половые и внутренние органы – это все настолько мерзко, что просто выворачивает наружу. А еще в углу экрана крутится свастон, сделанный из человеческих конечностей. Это прям классика. С каждым новым уровнем градус психоделии повышается. В уровне под названием Freud Hitter мы попадаем в организм какого-то существа, где с ужасной психоделикой наблюдаем за работой его органов. Если честно, такие уровни сложно описывать, так как в них трудно понять, что вообще происходит. Мы видим общие мерзкие очертания, а детали додумывает наш мозг, рисуя происходящее более ужасным образом. В уровнях к тому же встречается уникальный саунд-дизайн, вводящий в ужас даже без просмотра того, что у вас есть на экране. Просто послушайте. Похожим тропам следуют практически все левела. В уровне Vein Porridge нам показывают существо, которое из раза в раз поглощает нашего персонажа. В уровне Let Earwax мы видим нечто, собранное из не пойми чего, внешне напоминающее уродливого членистоногого. Если обратить внимание на состав этих уровней, можно заметить несколько основных мотивов, из которых они созданы. Это психоделика с демонстрацией существ, что мы видели на примере Vein Porridge, загадочные реплики официальных уровней, чем-то похожих на Lost Locket, рассмотренный ранее, платформеры со своим уникальным образом и уровни с прямо перенесенными с помощью программ изображениями расчлененки и прочие черни. Последнее мы рассмотрим в отдельном слое, а про упомянутые мною платформеры стоит поговорить отдельно. В уровне Organic Machines вы путешествуете в проклятом месте, всюду кишащими мерзкими наростами и организмами. Наша цель – спуститься в пещеру, в которой подвешенными на кишках висят наши внутренние органы. Уровень заканчивается непонятной абстракцией из органов, извергающих выделения. В этом ARG есть более осмысленные платформеры, например, Multidimensionality, в котором мы бродим по заброшенному комплексу, в котором на отростах повешены наши органы. Если попытаться умереть в этом уровне, то нам покажут кат-сцену, в которой наш куб буквально разрывают на части, вываливая внутренности наружу. Такие кат-сцены есть во всех платформерах, где можно умереть. Но это было еще лайтово. Пиком мерзости является уровень под названием 49 14 122 48, в котором нам показывают обнаженное обезглавленное женское тело, которое разрезают и уродуют разными приборами. То, что я вам показал, наверное, самое жестокое, что построил игрок в Geometry Dash. Однако, даже несмотря на то, что все эти уровни являются фактически GD-шной расчлененкой, у всего этого есть уникальная история и смысл. В каждом из этих уровней есть некие шифры и текста, которые очень трудно заметить. Эти коды использовались еще в ARG 2020 года, организованном C2HX. Есть сведения, что авторы этих двух ARG находятся в контакте и работают вместе с еще одним человеком, который до сих пор не идентифицирован. Так вот, все эти шифры и текста рассказывают о том, как людей жестоко убивали во время экспериментов.
Хотя я и не смог расшифровать их все, некоторые из этих кодов на самом деле являются координатами, ведущими к северной аллее больницы Ривьевью в Британской Колумбии. Это была психиатрическая больница, которая окончательно закрылась в 2012 году, но в которой, согласно истории из этих шифров, происходили очень странные вещи. Эксперименты, проводимые в стенах этой больницы, подробно описаны в уровнях Hell Incident 1 и 2, Satan Drowned и Rope-Top Incident, где ужасные картинки служат иллюстрациями к истории, рассказываемой на протяжении всего уровня. Рядом с ними на экране появляются текст и коды, которые более подробно объясняют, что происходит. Однако разгадать смысл посланий так и не вышло, что подталкивает на мысль, что это просто бессмыслица. Разгадать это АРГ очень тяжело. Уровни постоянно удаляются, а сервисы по типу сайта history.geometrydash.eu, которые бэкапят каждый выложенный уровень, не успевают детектить их, а новые аккаунты создаются очень непоследовательно и быстро сносятся. Аккаунты, аффилированные с этим ARG, можно отличить по одинаковой структуре нейминга и цифрам. Причастные аккаунты называются либо как-то по-стрёмному, например, Freud's and Pors, или Organs 666333, либо по общему коду, например 000-333-666-000 и других вариациях этого числа. В общем, заметить эти аккаунты в Recent Tab достаточно просто. ARG продолжается до сих пор. Различные сервисы детектят все новые и новые уровни, которые выкладываются на сервера с некой периодичностью, поэтому встретить их в игре возможно по сей день. Мы на последнем уровне айсберга. Сейчас я покажу самое худшее, что можно встретить в Geometry Dash. Если раньше вы смотрели на рукотворно созданные арты и структуры, то сейчас я покажу прямо перенесенные с помощью программ изображения убийств и прочие чернухи. Пройдемся по ним быстро. Большинство таких уровней являются частью обозреваемых мною ARG, так что их названиям вам могут быть знакомы. В первом ARG 2020 года одним из таких уровней является 4 нуля 3 шестерки 6 нулей, в котором нас встречает изображение окровавленного лица человека. Спустя несколько махинаций мне удалось найти оригинал, и им оказался кадр из видео с казнью, снятой мексиканским картелем. Эти ребята умеют извращаться над телами людей. Одним из самых популярных и по совместительству одним из самых жестоких видео в интернете является запись под названием Funky Town, где под одноименную известную музыку несколько мужчин жестоко убивают человека, снимая скальп с его лица и отрубая руки с головой при помощи канцелярского ножа. Этот был перенесен кадр в кадр при помощи программы для переноса изображений в Geometry Dash в уровень под названием Funky Town Core, который ныне сейчас утерян. Теперь перейдем к обсуждению текущего ARG, ведь оно произвело большинство таких уровней. Например, упомянутые мною Hell Incident и Hell Incident 2. В первом уровне нам показывают целую серию несвязанных фотографий, в котором показаны расчленение и рвота. Но самое худшее ждет нас дальше. После этого нам показывают фотографии последствий выкидыша. Тело мертвого ребенка лежит в туалете, кругом кровь и рвота, но потом на фото появляется кто-то, кто съедает части тела, а остатки перемалывает в блендере и выпивает в качестве коктейля. Это самое ужасное, что я вообще когда-либо видел. И естественно, оригинал этих записей я уже не собирался искать. Однако какой-то единой темы у всех этих фотографий нет. Для сюжета нам предстает только несколько строчек текста с крайне российским содержанием, никак не связанным с показанной графикой. Данное повествование я хочу закончить уровнем PTSD Clinic. Мы разбирали этот уровень ранее, однако мы смотрели одну из версий. Самая первая версия уровня была в разы хуже тем, что имела в себе кадр в кадр перестроенное видео креатор-поинтов. Долгое время о наличии такого контента в уровне велись споры, однако CTRX лично запускал этот уровень и подтвердил этот факт. В ГД очень много всякой разной ГДшной чернухи, и разбирать каждый уровень я не вижу смысла. Я вам дал выжимку всего самого интересного, а если вы хотите изучить материал дальше, то можете отправиться по ссылке в описании на мой телеграм-канал, там я выложу полную версию этого видео без цензуры, а также копии почти всех обозреваемых мною уровней. Спасибо всем за просмотр.